Представьте, что все, что мы знаем, города, интернет, кофе по утрам и шум мегаполисов исчезло. На карте остались только двое – он и она, а в руках судьба целого вида. Смогут ли Адам и Ева превратить свою историю в счастливый финал, или это обреченный сценарий, ведущий в тупик? Давайте разберемся, о чем молчат учебники биологии, когда речь заходит о втором шансе для человечества. Чтобы понять масштаб проблемы, не нужно строить теорий. Достаточно взглянуть на реальную историю. Остров Пингелап в Тихом океане – райский уголок, где в 1775 году случилась катастрофа. Тайфун стер с лица земли почти всех жителей. В живых осталось около 20 человек. Среди них был вождь, носитель очень хитрого гена дальтонизма. Казалось бы, ерунда, но природа любит играть в рулетку. Прошло поколение, другое, и цветовая слепота начала косить островитян с ужасающей скоростью. Сначала 2,7% жителей, потом почти 5% населения, а сегодня каждый 10-й видит мир в оттенках серого, и еще треть является скрытыми носителями. Вывод здесь жестокий и практичный. Если вы решите стать новым Ноем, убедитесь, что у вас с партнером нет спящих генетических бомб, иначе ваши правнуки не смогут отличить красный цвет светофора от зеленого. Но даже если со зрением все в порядке, остается главный враг человечества в изоляции – инбридинг. Это скрещивание близкородственных особей. В мире животных это резко повышает риск генетических заболеваний, и люди тут не исключение. Самый яркий пример – династия Габсбургов. Это европейские монархи обожали жениться на родственниках, и за это поплатились. Испанский король Карл II стал жертвой такого эксперимента. Вдумайтесь, у обычного человека в 5-м поколении 32 разных предка, а у Карла их было всего 10. Его мать приходилась отцу племянницей. Чем же это закончилось? Карл родился с огромной головой, непропорционально большой челюстью, длинным языком, из-за которого его почти никто не понимал, и ростом под 2 метра, что для той эпохи было гигантизмом. Он страдал эпилепсией, мигренями и болел всем, чем только можно. Этот монарх дожил лишь до 38 лет и разрушил Испанию, потому что был просто не способен управлять ею. Один генетический промах и целая империя под откос. Почему это происходит? Объясняю просто. У нас с вами есть по 2 копии каждого гена. Одна от мамы, одна от папы. Многие мутации спят, они рецессивные. Это значит, что они опасны только если встречаются с точно такой же копией. У каждого человека в ДНК скрыто 1-2 летальных гена, но им не суждено проснуться, потому что у второй половинки обычно есть запасной здоровый вариант. А вот если ваша вторая половинка брат или сестра, то шансы вашей поломки совпадут и вырастают в разы. В биологии это называется эффектом бутылочного горлышка. Популяция сужается до критической точки, и вид начинает пожирать сам себя изнутри. Поколения рождаются больным, следующее еще слабее. Процесс тянется тысячелетиями, но итог всегда один. Природа кричит нам: разнообразие – это жизнь, а похожесть – это тупик. Но давайте не будем гадать на кофейной гуще. Французский астрофизик Фредерик Марин из Страсбурга решил посчитать все математически. Он создал программу «Наследие», которая просчитывала судьбу колоний на протяжении 6000 лет. Учитывались войны, болезни, климат и даже падение астероидов. И вот его вердикт. 2 – это гарантированная смерть для вида. Шанс на здоровое потомство стремится к 0, а вот минимальное число для успешного старта – это 98 здоровых людей, именно 98. Это позволяет создать генетический запас прочности.
Со временем популяция разрастется до 500 человек, и вот тогда у колонии появляется будущее. Так что если когда-нибудь человечество соберется на новую планету, забудьте сценарий голливудских мелодрам. Не нужно посылать туда влюбленных или наивных романтиков. Посылайте небольшой, но дружный коллектив. Потому что 2 пары рук могут построить шалаш, но только 100 здоровых генов может построить новую цивилизацию. Помните, чем нас больше, тем мы разнообразнее, а значит живучее. И да, если вы решите рискнуть, хотя бы проверьте свою родословную. А то вдруг ваши потомки будут не только путать цвета, но и отрастят челюсть, как у последнего Габсбурга. Это уже не смешно, это уже страшно.